Представители знака зодиака Девы. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, октябрь 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Выход из лабиринта, мои дорогие девы. Вот здесь что-то для вас может проиграться, как, знаете, тайное становится явным. Или то, что вы интуитивно могли где-то предчувствовать, а здесь на поверхность какой-то вопрос выходит и становится что-то нам совершенно очевидно. Или какие-то важные решения, словно через внутреннюю трансформацию вы тоже можете принимать. Правда, то, что было, может быть, за 7 печатями от нас или скрыто, или, ну, по какой-то причине мы не знали. А здесь какая-то ситуация, вот, которая нас окружает, назовите это обстоятельствами, словно развивается сама по себе и нас подводит к какому-то итогу. Вот что-то такое может проиграться. Давайте мы узнаем, что думают карты, и мы разложим карты вот таким веером. Будем доставать по одной, и первая наша карта будет называться «Важное событие». Если мы заявили событие октября. Неожиданное событие, по мнению карт, что может произойти, или то, к чему мы не готовы. Давайте мы узнаем, что завершится для вас, мои дорогие девы, с чем вы можете, может быть, разобраться окончательно, может быть, в чем-то точку поставить, и чего это будет касаться. А какие новые двери перед нами откроются, или какие возможности, что нового войдет в нашу жизнь. Давайте мы узнаем, что может помешать. Такую карту достанем с вами. Или что нам будет помогать. Вот эту карту хочу достать. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Посмотрим энергии. Что будет по финансам? Личная жизнь тоже. Давайте зададим такой вопрос. И совет от карт. Попробуем объединить все то, что выпало до последней карты. Итак, важное событие, мои дорогие девы, чего это будет касаться. Рыцарь Пентаклей. Работа, деньги, скорее всего. Или получение заработка. Или все же по рыцарю Пентаклей он у нас едет медленно. И это какой-то марафонский забег, это наша работа или место, где мы зарабатываем, каким образом к нам приходят деньги. Вот здесь какие-то вопросы получения материальных благ или решение вопросов, может быть, с имуществом, недвижимостью. Так или иначе, все равно то, что замыкается на понимании нашего благополучия и финансов. Вот здесь это будет, наверное, наиболее активно проигрываться. Или мы будем сами, может быть, намечать планы на будущее, исходя из сегодняшней ситуации, и что для нас можно сделать наиболее продуктивно, качественно, с каким-то расчетом на длительный период. То, чтобы нас, может быть, привело к тому, когда мы почиваем на лаврах, когда наш доход становится и больше, или, может быть, пассивный доход у кого-то тоже может проиграться, или само по себе наше финансовое благополучие как таковое на длительный период времени. Вот так тут тоже может проигрываться. У кого-то из вас, может быть, вопросы, связанные с детьми, достаточно взрослыми детьми, и вашей помощью, может быть, какой-то детям. И этот вариант тоже может быть для кого-то очень важен. Но так или иначе, все равно в контексте будут финансы, деньги или достаток какой-то, или в целом вопросы благополучия. Потому что все-таки рыцарь у нас Пентаклей. Для кого-то из вас, может быть, придется куда-то отправиться для того, чтобы там, в каком-то другом месте или местности, разобраться с тем или иным вопросом, расставить словно все точки над «и», чтобы не было каких-то недосказанностей, не было каких-то непонятностей. По рыцарю Пентаклей именно имеет значение вот каждая деталь. Детализированная может быть тема вашего дальнейшего участия в чем-то. Или в вашей какой-то работе, может быть, тоже какие-то новые варианты сотрудничества. Или произошли уже перемены, допустим, по месту вашей работы, вашей службы. И тоже есть какой-то элемент новизны, который нужно как-то в глубине самого себя согласовать и понимать, а что будет дальше. Вот такие моменты, которые с прицелом на далекое будущее для вас будут актуальны. И именно через финансы, через деньги.
Неожиданное событие, приятное событие, что-то вас будет радовать, мои дорогие девы, это точно. Шестерка кубков. Для кого-то, знаете, как отношения на расстоянии. Или, может быть, вы с вашим партнером по браку, или пусть брака нет еще, а все равно какая-то такая добрая дружба, она может перейти в другие отношения, более конкретные, весомые, и вы задумаетесь об оформлении отношений. Такое тоже может быть. Для кого-то из вас это будет в целом вопросы вашего окружения, когда вы его меняете. Меняете либо потому, что работа меняется, либо на вашей работе, повторюсь, тоже какие-то изменения происходят. А для кого-то из вас ваше участие, повторюсь, в жизни детей, а то и внуков. Но шестерка кубков – это всегда карта искренности, искренних отношений. Это карта дипломатии. Это когда для нас происходит какое-то доброе, светлое событие. Вот в неожиданностях у вас что-то очень хорошее стремится войти в вашу жизнь. Просто у каждого проиграется, как я сказала, по-разному. Давайте мы с вами узнаем, что же для вас завершится. Знаете, для кого-то из вас завершится ситуация, которая была, может быть, для вас действительно за гранью. Или когда вы услышите в октябре, допустим, какую-то новость, или если от вас скрывали, или, может быть, вы не придавали чему-то значения, а здесь станет явным. И для вас это будет как новый вариант отправной точки для чего-то. Может проиграться в любой сфере жизни. Это известие может быть, которые связаны либо с приездом человека, либо вы сами куда-то отправитесь, и вам придется словно что-то решать. Получите какую-то информацию, либо новость, после которой, знаете, как может такое пройти, как точка невозврата. Вот у вас две карты рыцаря, поэтому определенно какие-то поездки для вас будут. Или это приезды к вам людей, и постепенно словно становится все на свои места. Я не могу сказать, что это окончательно что-то решится, но сказать, что вы будете видеть точно какое-то направление или что я хочу завершить. Вот с чем-то вы разберетесь. Почему? Потому что истина проходит по рыцарю мечей, когда мы ищем какую-то правду, и мы ее находим. А для кого-то из вас, мои дорогие девы, знаете, здесь может что завершиться? Предположим, может быть, в вашем окружении был человек, который вам постоянно доставлял какой-то дискомфорт. Или который все время оспаривал ваши какие-то идеи. Или чем-то ему вот что-то не нравилось. И в Таро иллюминатов эта карта так и называется – борец без причины. Это те люди, которые, ну, назовите, сложный характер. Или которые нас пытаются втянуть в конфликт. Или которые, знаете, нам доказывают какую-то свою правду. И карта-то подразумевает, держись сторонним наблюдателем, не участвуй как в каких-то спорах, прениях, может быть, в каком-то противостоянии. Нам все время нужно держать какой-то нейтралитет или так вот беспристрастно смотреть, наблюдать за чем-то. Самый главный вопрос – не включаться во что-то. Но случайно мы что-то узнать можем. Так вот, для вас, может быть, завершится период, который был связан вот с таким человеком в вашей жизни. Это уже само по себе очень позитивно. Какие новые двери будут открыты или что нового войдет в вашу жизнь? Но здесь старший аркан справедливость. Для кого-то новое будет по аркану справедливости. И главное значение этой карты – быть честным с самим собой. Может быть, знаете, у вас выпадает первая карта рыцарь Пентакли, мы сказали, марафонский забег, когда вы что-то будете планировать на будущее. И вполне вероятно, вот в зависимости от ваших планов вы будете, возможно, оформлять какие-то документы. Тут вам пространство словно будет помогать расставить все точки над «и». И вполне вероятно, это будет где-то сопряжено либо с документами, либо с заключением договора какого-то нового соглашения, новых какое-то правило, или, может быть, это новая какая-то система, или по справедливости, знаете, если правда были для кого-то из вас слушания в судах или, например, медиаторство мы можем тоже по каким-то спорным вопросам достичь. Тут действительно завершится в первую очередь какая-то ситуация, и это необходимо для того, чтобы вы вздохнули более свободно. Словно какая-то ситуация для вас и завершается, и ее завершение означает уже
какие-то новые планы, или когда действительно помеха устранена, и я теперь могу думать совершенно в каком-то другом ключе. Но когда выпадает эта карта, я всегда говорю, будем внимательны. Знаете, мы себе как будто все-таки не должны навредить. И по этой карте я говорю, мы даже улицу переходим там, где положено. Мы можем столкнуться с разными людьми. И мы не должны какое-то противостояние, словно, знаете, обновить. Мы не должны какой-то конфликт, словно масло в огонь подлить и продолжить. Не усложнить себе, наверное, жизнь, нарушая законы. Вот как будто это тоже для вас будет иметь значение. Давайте мы спросим, что будет мешать. У кого-то, правда, могут быть такие ситуации, когда на вас кто-то либо давит, буквально авторитетом, или человек вот такой сложный, вы где-то от него зависите в вопросах работы или вашего бизнеса. Для кого-то из вас это может быть как согласование по документам, которые вы длительное время пытаетесь получить, а у вас тут не получалось, вот как-то вот не стыковалось что-то. Может быть, это буквально зависимость от какого-то человека, хотя у нас проигрывается по королю мечей вопросы, знаете, еще и здоровья или вопросы, ну, буквально врачи проходят по этой карте, или проходят узкие специалисты, которые, вот как юристы, допустим, или адвокаты, или любой другой специалист какой-то узкой направленности, узкой специальности. Не буквально, может быть, человек конкретно мешает, а может быть какая-то тема, которая вот с одной из этих областей, она у вас будет во взаимодействии, ну, как-то с вами, словно в одной упряжке или в одном каком-то информационном поле. Или, может быть, в плане работы это как-то проигрывается. Есть все же, вот нам же говорят, тут рыцарь мечей, но это в позиции завершается. И я, мои дорогие девы, могу предположить, может быть, вам придется действительно делать какой-то почетный компромисс, дабы может быть, вот знаете, бывает такое, мы уступаем в чем-то небольшом, но выигрываем значительно больше. От чего-то мы отказываемся, чтобы не упустить что-то более важное, что-то более значимое, чтобы для себя что-то сделать такое, знаете, глобально весомое на длительный период своей жизни. И поэтому даже если мы сталкиваемся с такими людьми, которые нам буквально мешают, у вас есть возможность как будто раз и навсегда вопрос этот закрыть. Может быть, и пространство нам говорит, карта будет помогать в том плане, что, как я говорила, человек уволится или обстоятельства вот так сложатся в течение октября, когда тоже какой-то вопрос у вас завершится. И вам действительно нужно словно какой-то гештальт закрыть, прежде чем двигаться вперед. Давайте мы спросим, а что нам будет помогать? И очень знаменательно вот эти все карты по тройке пентаклей. Вообще это сама по себе карта ученичества или сдачи экзамена. И экзамен у нас может проиграться буквально, когда вы какие-то курсы или курс обучения, любой, заканчиваете и уже получаете итог. С другой стороны, это может быть жизненный экзамен. Мы столкнулись с какой-то ситуацией, с какими-то людьми, с каким-то противодействием, правда, можно столкнуться. И вот завершение или сдача вот этого жизненного экзамена, когда мы наверняка по аркану справедливости уже теперь четко понимаем, что мы хотим. Или у нас начинается наш расклад с рыцаря Пентаклей. Мы сказали с вами марафонский забег. Для кого-то из вас, знаете, ощущение, мне нужно вот сейчас словно с мелкими вопросами разобраться, чтобы я мог осуществить или могла осуществить тот план, который я себе наметила. И мы, подводя вот этот жизненный итог, словно сдаем жизненный экзамен. И по тройке пентаклей, почему всегда эта карта прогресса? Потому что она подразумевает, сдали экзамен и перешли уже на другой уровень. И знаете, у кого-то ведь из вас, правда, если это буквально какие-то курсы или изучение, может быть, нового какого-то предмета, изучение нового языка, что бы это ни было,
По карте предполагается, что вот эти полученные знания, может быть, вы будете сами просто осваивать на месте какое-то узкое направление по вашей уже теперешней профессии, или разбираться в каких-то отчетах, или еще что-то. Но вы словно эксперт уже теперь выступаете, и это перед вами открывает новые перспективы и, второй момент, возможности заработка. Дела, работа, бизнес, мои дорогие девы, давайте посмотрим. Ваша карта королева Пентаклей, как раз та, которая из какой-то неразберихи, из какого-то хаоса может сделать порядок. И здесь все важно. Но, надо сказать, это самая стабильная карта. Я ее очень люблю, потому что все сферы нашей жизни в полном балансе, под нашим контролем. Когда вот, ну, даже какие-то тысячу неопределенностей были, но все равно отстраиваем какую-то свою систему, может быть, собственных позиций по тем или иным сферам жизни. Или мы отстраиваем наше благополучие, или мы что-то улучшаем, что-то мы систематизируем, или по этой карте, когда самореализация проходит, то, что сначала для нас было идеей, мы здесь действительно воплощаем в жизнь. Мы здесь можем и получить должность, может быть, не именно в октябре, а на последующий, опять же, период. Но, значит, какие-то важные вехи вы уже пройдете в октябре. И даже если и встречаются сложные люди, или какая-то прежняя история, которая пусть даже была у вас сопряжена через суды, да, или выяснение каких-то отношений, или вам она оказалась патовой. Вот здесь постепенно что-то разбирается, и я так думаю, уже как минимум к окончанию октября вы расставите все точки над «и». Именно как и по документам, как и по вашим делам, как и с вашими перспективами вы с чем-то определитесь. Порядок, действительно будет порядок. Финансы. Семерка кубков, это карта иллюзорного успеха. Главное, наверное, не потратить туда, куда не нужно. Но я думаю, это не вас не касается. Вам это, видимо, не очень свойственно. Но кто знает, может быть, будет уже в октябре такая прибыль, когда захочется что-то прикупить. Не могу сказать, что октябрь не самый удачный месяц для покупок. Нет, там как раз у нас идет уже постепенный выход из ретроградности. Но почему-то для вас проигрывается так, что и это в позиции на деньги не должно быть никаких иллюзий. Тут, видимо, больше математический расчет будет помогать или логические какие-то, ну, ваши мысли или какой-то рационализм. Не должно быть эмоции, я бы еще сказала, когда вопросы касаются финансов. Ну, видимо, от начала до конца по королеве Пентаклей. У нее все продумано, все подсчитано, рассчитано, упорядочено и все под контролем. Причем пусть это вам карта выпала на дела, работу, бизнес, но и в финансах тоже такая же энергетика. Что в личной жизни? Еще и король Пентаклей. Для кого-то, посмотрите, у нас пара. И поэтому вы со своим партнером для людей семейных, или пусть это не оформленные, повторюсь, отношения, у нас еще и шестерка кубков выпадала. Знаете, вы словно на одной волне будете со своим партнером, вы словно будете заодно. Может быть, вы и будете по семерке кубков строить какие-то планы на будущее, и захочется одно, и второе, и третье. Но вы как будто в одних энергиях. У нас король Пентаклей, королева Пентаклей. И, значит, где-то помечтали, потом вернулись на землю и что-то согласовали или пришли к какому-то знаменателю. По королю Пентаклей это те люди, которые прочно стоят на земле, которые тоже сделали себя, создали словно сами. А для кого-то из вас шестеркой кубков, может быть, если были отношения на расстоянии, то вы можете встретиться с вашим партнером или с человеком. Может быть, состоится знакомство. И тогда я могу... Именно то знакомство, когда, может быть, вы уже знали, но не видели друг друга, то здесь будет абсолютное взаимопонимание. Вот что-то хорошее, светлое у вас по личной жизни, мои дорогие девы, когда действительно не просто радует что-то, а, знаете, это уверенность в своем человеке, в искренних отношениях, когда мы вдвойне себя чувствуем сильными. Давайте совет от карт. Паж мечей. С чем-то придется разбираться. И по пажу мечей чаще всего к нам именно приходит какая-то новость. Значит, смотрите, у вас как будто триплет из этих карт.
Паш мечей, рыцарь мечей и король мечей. Значит, какая-то ситуация у вас может прийти или начаться, или побудительный мотив приходит с какой-то информацией, или вы случайно узнаете тайну какую-то. Дальше разворачиваются события таким образом, что либо к вам кто-то может приехать, либо вы по услышанному можете куда-то отправиться, чтобы на месте разобраться с чем-то. Или для кого-то из вас будет необходимо, может быть, согласовывать в документах, подводить какой-то итог. Для кого-то это может быть еще и тот момент, когда, правда, обращаемся к стоматологу, может быть, да, если мы говорим узкие специалисты, что-то подытожить. Для кого-то из вас это вопросы финансов через банки, потому что по королю мечей иногда и банковские работники тоже проигрываются. Вот абсолютно разные ситуации для каждого как-то по-своему, как я озвучила, но начинается все с информации, и потом, видимо, что-то развивается постепенно и приходит к какому-то итогу, и от вашего решение окончательно, у вас есть возможность не просто завершить, может быть, даже то, что тянулось уже месяцами, а в чем-то поставить точку, словно, знаете, второе дыхание получить. И по карте прогресса это мы, сдав экзамен, переходим на новый уровень. Это карта, которая пророчит нам изменение статуса. И у кого-то изменение статуса может планироваться по личной жизни, а у кого-то это будет касаться работы. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы и любимы всегда.